Знаете, что необходимо сделать для того, чтобы приготовить хороший, богатый восточный обед? Первым делом необходимо приготовить рис. И для этого надо отмерить точное количество воды и налить ее в казан. Хорошо готовить рис я научился в начале 90-х. Тогда мой дядя, самый младший брат отца, устроился на работу в иранское посольство водителем. Там долларами платили, выгодно было. А кроме того, иногда из иранского посольства перепадало что-то вкусненькое. Например, очень часто посол говорил моему дяде: «Агай Магарам, ваша фамилия из Ардабиля, из Ирана. Возьмите с собой домой несколько килограмм риса». Дядя брал, делился с нами, и тогда мы полюбили рис басмати. Сейчас не нужен блат в посольстве. Не надо искать дядю, который там работает водителем. Сейчас идешь в обычный супермаркет и покупаешь превосходный рис басмати. Как это сделать? А вот как. Очень просто. Находите в супермаркете полку с продукцией «Националь», выбираете рис басмати непременно премиум и будьте уверены, это самый лучший рис для того способа приготовления, который я сегодня хочу вам показать. Рис басмати требует особого обращения. Как и любой другой пловный рис, его необходимо замочить. Замочить заранее в теплой подсоленной воде. И с рисом буквально за 30-40 минут происходит чудо. Он разбухает, он становится очень красивым и начинает издавать необыкновенный аромат. Будьте уверены, вы непременно полюбите этот аромат, как только научитесь готовить рис басмати. Здесь было ровно полкило сухого риса. Запоминайте, сливаем всю воду. Поскольку рис замоченный, в казане должно быть тоже ровно пол-литра кипятка. Проверим, кипит или нет. Кипит? Отлично кипит. Значит, воду необходимо посолить. Примерно 1 чайной ложки соли. Ну вот столько. И вот теперь рис очень аккуратно опускаем в казан. Рис закипел, стремительно стал разбухать, и вот и все. Можно закрыть его крышкой и оставить на самом малом огне. А можно поступить еще лучше. Можно перенести этот казан в духовку, разогретую до 125 градусов, и освободить плиту для приготовления нашего основного блюда. А главное блюдо, которое я хочу приготовить сегодня, я полюбил примерно в те же самые годы. В начале 90-х, когда я начал ездить в Эмираты, чтобы купить товар там, продать в Узбекистане и заработать немного денег. Деньги то зарабатывал, то терял, но приобрел главное. Приобрел любовь к индийской кухне. Я вам сейчас расскажу, как это произошло. Подождите, мне надо вам еще кое-что другое показать. Когда-то Индия голодала, но потом в Индии построили множество птицефабрик. И Индия наелась наконец-то вдоволь, впервые за многие годы. Компания «Аннур» представляет цыплят и кур, которые, пожалуй, что даже лучше, чем индийские. Потому что это настоящий халяль. Потому что это исключительно ручной забой. Потому что это экологически чистые корма. И потому что это здоровое питание. И в конце концов, «Аннур» изготавливает курятину, которая подходит для питания всеми людьми, а не только мусульманами. Потому что «Аннур» – это прежде всего отличное качество. Посмотрите, какие грудки. Просто прелесть. Одна другой краше. Наверное, поэтому в Индии так любят курятину. Я заговорил об Индии, потому что хочу рассказать историю своей любви. Большой любви. Огромной.
Вот на полжизни. Уже 25 лет я люблю... Нет, не индианку. Я люблю индийскую кухню. Рассказать, как это получилось? Это получилось вот там, в Эмиратах. Рейс из Ташкента туда случался, наверное, раз в неделю. А поскольку я уже был человеком достаточно опытным, я научился обделывать свои дела достаточно быстро. И вот однажды я закупил весь товар, упаковал его, отправил. Все хорошо, только взяла меня грусть-тоска, ностальгия по родному дому. Я вышел на улицу, совершенно не представляя себе, куда пойти. Я взмахнул рукой, остановилось такси. Я говорю: отвези-ка меня туда, где готовят какую-то очень вкусную еду. Таксист говорит: 10 дирхам, сэр. Я говорю: как это 10? Я знаю цену. В Дубае, в любой конец города есть единая такса. 5 дирхам. Ты почему меня обманываешь? Он говорит: сэр, вы хотели очень вкусный ресторан? В очень вкусный ресторан стоит поехать 10 дирхам. Мне пришлось согласиться. Он привез меня в ресторан, который назывался как-то удивительно знакомо, что-то вроде Танур, Тандур. Не знаю, как это правильно произнести. Раскрылись двери, прозвенел колокольчик. Из полутьмы ко мне вышел человек, который был похож, на премьер-министра какого-нибудь островного государства. Очень густым, низким голосом он мне сказал: «Добрый вечер, сэр. Поднимайтесь наверх, сэр». Он сопроводил меня до моего столика и спросил, что я хочу поесть. Я сказал, что я в арабском ресторане нахожусь в первый раз в жизни, поэтому прошу вас посоветовать мне. Он составил для меня меню, передал официантам заказ, и немедленно на столе стали появляться какие-то чудесные, необъяснимые явства с каким-то потрясающим запахом, невероятным. Вы бы знали, какие там были официанты. Эти официанты были вышкаленные ребята, обслуживали безукоризненно, предугадывали любое мое желание. Я наелся и получил удовольствие, которое, кажется, еще никогда не получал от еды. Я вернулся в Ташкент поздней ночью. Я приехал к своему дяде, остался у него ночевать. Утром дядя уехал на работу, я еще спал. А проснувшись и не захотев будить тетку, я решил сам себе заварить чай. В поисках заварки я открывал один шкафчик, другой шкафчик, и вдруг я почувствовал тот самый запах. Запах тех специй, которые меня так поразили там, в Эмиратах, в Дубае. Я нашел источник этого запаха. В маленьком пакете было нечто желтенькое, похожее по цвету, может быть, на табак. Я разбудил тетку. Я спросил ее: что это? Что это такое? Она говорит: это Миша, так мы называли моего дядю, привез от наших иранских родственников. Ты его попросил, он тебе тоже привезет. Да, конечно, пусть привезет. Но в Дубае я оказался прежде, чем мой дядя поехал к нашим иранским родственникам. В Дубае у меня был приятель, иранец, Хасан. Раз дядя привозил эту приправу из Ирана, то я подумал, что эта приправа иранская. Я сказал Хасану: Хасан, мне надо купить иранские специи. И он проводил меня в соседний магазин, где торговали специями. Отрекомендовал меня как очень хорошего покупателя, а я показал продавцам мой заветный пакетик. Тот понюхал и говорит: индийское что-то? Я говорю: нет, не индийское,
Либо иранское, либо арабское. Он понюхал еще раз, говорит, да нет, это индийское. И высыпал мои специи в мусорное ведро. При этом протянул руку куда-то наверх, достал с полки небольшую зеленую коробочку. На ней было написано Indian Madras Medium Curry. Я вскрыл коробочку. Выглядела приправа не так. Выглядела приправа на самом деле несколько богаче, чем то, что мой дядя привозил из Ирана. Пахло, впрочем, примерно так же. Так что же это выходит? Это был не арабский ресторан, не иранский. Я поехал туда еще раз. Управляющий рестораном узнал меня. Он сказал мне: «Сэр, в прошлый раз вы ели то-то, то-то и то-то. А сегодня я вам рекомендую вот это и вот это». Мне было чрезвычайно приятно. И я спросил его: «Простите, а это арабский ресторан или иранский?» Он сказал: «Нет, сэр, это индийский ресторан». Ах, вот оно что! Это индийская кухня так свернула мне голову. Эта индийская кухня настолько поразила меня. Я вернулся домой. Спрашиваю у супруги: «Что ты готовишь?» Она говорит: «Борщ готовлю». Я говорю: «Слушай, давай добавим вот этой приправы. Мне она очень нравится». Борщ был уже почти что готов. Мы густо обсыпали наш борщ приправой. И невкусно. Вот нет того вкуса, нет того запаха, ничего нет. Я подумал: черти полосатые, обманули меня там в Дубае, подсунули ерунду какую-то вместо хорошей, правильной приправы. С другой стороны, и на жену чуть-чуть наехал. Говорю: ты мало добавила, в следующий раз побольше добавляй. В следующий раз она готовила что-то другое, добавила этой приправы побольше. Я поел и получил жуткую желудочную боль. Было еще несколько неудач с этой приправой, пока однажды в мой магазин не зашел человек такой чрезвычайно колоритной внешности, с бородкой, которая характерна для мусульман. Он заговорил со знакомым для меня акцентом. Я спросил его: «Погодите, вы пакистанец?» Он ответил: «Нет, я из Индии, но я мусульманин. Меня зовут Мехбухан». Английские инженеры приехали в Фергану для того, чтобы перестраивать нефтеперерабатывающий завод, а меня пригласили в качестве повара. Стоп, так вы повар? Индус? А у меня дома есть индийская приправа, только у меня не получается с ней готовить. Он говорит: по субботам у меня бывает выходной, я буду рад прийти в ваш дом и приготовить для вас индийские блюда. Мы договорились поехать ко мне домой в час дня. Мехбухан пришел по-индийски в 5 часов вечера. Тем не менее, он принес с собой целую сумку еще каких-то приправ, многочисленные банки, пакетики, столько всего. У меня голова закружилась. Я сказал: «Слушай, ну это же очень дорого стоит». «Ничего, ничего, сэр». Мы приехали к нам домой, и Мехбу начал готовить. Он обсыпал кусочки курицы куркумой, солью, черным перцем, зирой и попросил несколько ложек каймака, очень густых, слегка кислых сливок. Огонь, сковородка, курица. Очень тепло, уютно, очень мило, так по-домашнему. Но иногда чего-то не хватает. Например, нам не хватает спонсоров. Это соус курицы можно добавить и потом. А о рекламе лучше позаботиться заранее. Приходите, убедитесь, мы умеем снимать вкусную рекламу.
все перемешал. И оставил в сторонке мариноваться. После этого Мехбу спросил: «Сэр, а у вас есть дома топленое масло?» Хорошее топленое сливочное масло мы к тому времени держали дома постоянно, потому что невозможно приготовить вкусный иранский рис без вкусного топленого масла. Он разогрел казан очень сильно и принялся обжаривать замаринованную курицу частями. В доме запахло жареной курицей. Вкусно запахло. Но это был совсем не тот запах, на который я надеялся, который я так ждал, которого я вожделел от индийской кухни. Мехбу готовил очень быстро. Он говорил: другой индийский человек очень медленно готовит. Я Мехбу-хан, я готовлю очень быстро. И на самом деле работа спорила в его руках. Я увидел, что да, это настоящий повар, и у него есть чему поучиться. Пока в казане продолжало жариться, Мехбу начал доставать свои сокровища, те специи, что он привез из Индии. Во-первых, смесь приправ под названием карри. Сегодня для того, чтобы купить настоящий карри, не надо ехать в Индию. Даже в Эмираты ехать не надо. Не надо иметь знакомого повара-индуса. Достаточно пойти в любой супермаркет, найти полочку с товарами Индана и купить карри из серии «Приправы мира». Карри берите щедро, берите примерно 2 столовые ложки. Потом он взял немного зиры, немного своей, индийской зиры. Вот все-таки в Индии под солнцем вырастают уникальные приправы. Попробуйте как-нибудь пряность кумин, то, что в Узбекистане называют зира. Мехбу взял не очень много зиры, примерно 1 чайную ложку, и добавил ее к карри. Меня это удивило, ведь я прочитал состав приправы карри, и зира туда вроде как уже входила. Мехбу взял имбирь, сухой тертый имбирь, и добавил еще 1 чайную ложку имбиря. Сказал: «Сэр, больше не надо. Если вы добавите слишком много имбиря, это хорошо, вот зимой, когда вы простынете. А летом не надо». Для того, чтобы убедиться, что сухой тертый имбирь – это не упрощение и не ухудшение настоящего свежего имбиря, что это просто другая специя, как-нибудь, пожалуйста, купите специи Индана, пряность, имбирь молотый. Мехбу добавлял что-то еще, я уже всего не вспомню, но, пожалуй, что я добавлю в наши специи еще немного куркумы, примерно чайную ложечку. И чуть-чуть черного перца. Это тоже Индана. Я пересыпаю из пакетика, мне так удобнее. Тем временем курица была обжарена, и Мехбу спросил у меня: «У тебя есть лук?» Я сказал: «Сколько лука тебе надо?» Он говорит: «Давай мне 5 головка лук». Он стремительно почистил и порезал лук мелкими кубиками. Он мне сказал: «У тебя есть перец? Горький перец есть у тебя?» Я сказал: «Есть». «Давай мне 5 штук». Я говорю: «5?» Тут уже взмолилась жена: «Сталик, у нас же дети». Я сказал: «Мехбу, а нельзя взять хотя бы 2?» «2? Ну ладно, давай 2. Другой индийский человек всегда очень горько делает, но Мехбу-хан никогда не делает очень горько. Он надрезал носики у перца и опрокинул в уже вымытый и чистый казан целую пиалу топленого масла. Мехбу опустил перцы в казан, раздался такой запах, от которого мы немедленно начали кашлять. Хорошо, что окна были открыты. А Мехбу не унимался. Он говорил: «У тебя есть чеснок?» «Что?
Чеснок есть у тебя? 2 головка давай. Он почистил и изрубил ножом 2 головки чеснока. Этот чеснок он отправил к специям. Потом Мехбу спросил: у тебя есть имбирь? Джинджер есть у тебя? Я говорю, сколько тебе надо? Он говорит, вот такой кусок. Вот такой? Да, вот такой. Мехбу очистил его и натер на терке. Получилось примерно вот столько свежего натертого имбиря. Свежий тертый имбирь он тоже отправил в касу со специями. Он добавил специям 2 столовые ложки воды и перемешал, превратив все в однородную кашицу. Перец к тому времени уже обжарился, и он убрал его из казана. Первым делом в казан отправился лук. Да не просто лук, а много лука. 5-6 головок, порезанного кубиками. Лук Мехбу жарил не так быстро, как он делал все остальное. Жарил он его вдумчиво, не спеша. У нас было время поговорить о том, о сём. Кажется, мы в тот день даже налили себе по бокальчику чего-то прохладненького. Обжаривание лука у Мехбу затянулось. Я уже отчаялся дождаться того волшебного запаха. Но вот теперь с высоты своего опыта приготовления индийских блюд я понимаю, что именно продолжительное обжаривание до красно-коричневого цвета лука и есть один из главных секретов успеха индийского карри. Вот каким должен получиться лук. Прозрачным, золотисто-красным, красно-коричневым, но ни в коем случае не черным. Вся палитра правильно обжаренного лука должна образоваться здесь, в казане. И вот тут-то Мехбу и взял касу со специями. Еще раз помешал лук, убедился, что все не просто хорошо, а очень хорошо. И опустил в казан специи. Господи, Господи, знал бы ты, Господи, как я сейчас завидую Паше и Леше, которые сейчас первый раз почувствуют запах настоящего карри. И я спросил его: Мехбу, ну что дальше? Дальше-то что, Мехбу? Мехбу взял еще стакан воды и влил ее в казан. Размешал карри и стал спрашивать: мистер Старлинг, карри можно делать с помидором, карри можно делать с корд. Корд? Что такое корд? После долгих выяснений я понял, что кордом или кардом или кордом индусы называют наш курт, шарики высушенного КТК. Но если у вас дома нет курта, ничего страшного, просто не переключайтесь. Я вам объясню, чем заменить. Ну а пока самое время опустить в ароматную смесь ранее подготовленную курицу. Итак, раскрываю свой секрет. Чем же заменить курт? Везде продают сейчас греческий йогурт, везде продают мацони. Смешиваете это со сметаной и закладываете в карри. Если готовить с помидорами, то нужно взять томатное пюре. Но я вам скажу, кислота помидор усиливает остроту. А вот если готовить с йогуртом, со сметаной, да еще и в момент обжаривания лука, можно было бы добавить ложку сахара, и карри, самый острый карри с неимоверным количеством специй, получается довольно мягким на вкус и весьма комфортным. Если вы считаете, что карри не смогут съесть ваши дети, вы ошибаетесь. Вы приготовьте карри по моему рецепту, приготовьте его так же аккуратно, как я, и вы удивитесь. Ко мне как-то раз зашел сосед. Зашел сосед с 3-4-летним сынишкой. Мальчик русский, а если точнее, даже русско-белорусский. Я уверен, что он никогда в жизни не ел настолько острую еду. А у меня карри. Я поставил на стол карри,
И ребенок потянулся к нему и начал есть. И я видел, как ему было тяжело это есть. Он говорил, ух, аф, но продолжал кушать карри. Он не мог остановиться, бедный мальчик. Но это было так вкусно, что ни отец, ни я не стали останавливать ребенка. Уж не знаю, как он себя чувствовал на другой день, но в тот день маленькому Ванечке было явно хорошо. Таджин с карри я отнесу в ту же самую духовку, где у меня стоит рис. Постоит минут 20-25, и карри будет готов. Самый лучший подарок – тот, который приносит радость и удовольствие, особенно если речь идет о мужских удовольствиях. Самый лучший подарок – тот, который приносит пользу. Например, кому не хотелось бы наконец-то разобраться в приготовлении мяса? Самый лучший подарок – это то, что принесет хорошее настроение в погожий, солнечный день. Самый лучший подарок – тот, что способен научить чему-то полезному и вкусному, ведь казан на кухне, как рояль в оркестре. Самый лучший подарок – это расширение кругозора. А вы думали, что плов – это блюдо с единственно верным рецептом? А не пора ли покорить все вершины великого блюда? Самый лучший подарок – тот, что может сделать человека счастливым. Ничто не укрепляет семью так, как вкусное и доброе застолье. Отличный подарок – это книга с новыми рецептами из хорошо знакомых продуктов, к тому же приглашающая в очень вкусное путешествие в мир Востока. Самый лучший подарок, когда все самые любимые и популярные рецепты собраны в одном месте, где текст превращается в видео, а картинки оживают. Полюбуйтесь, какой красавчик. Самый лучший, самый ценный подарок – это дружба между братскими народами. Теперь вы совершенно точно можете сказать, что с татарами вы уже давно пуд соли съели. Моя самая новая и самая любимая книга рассказывает о земле и раскрывает всю душу татар. Эти книги теперь можно купить любым удобным для вас способом. С автографом в моем личном интернет-магазине, либо с быстрой доставкой через Озон, либо с большими скидками и кэшбэком в мегамаркете. Ссылки в описании к ролику, а также в верхнем комментарии. Ну что, открываем? Открываем. На чем подавать эти чудесные яства? Посуда Вилмакс, Ингланд. Отличный фарфор. Отлично подходит под индийский карри, под рис басмати. Прежде чем подавать рис, его необходимо слегка взъерошить, разрыхлить. Поверх риса щедрый кубик сливочного масла. Пусть тает и сдабривает рис. Уберем перчики. И украсим карри рубленой кинзой. Если говорить честно, то обычно вот такие карри в Индии, в Дубае и повсюду, где живут индусы, подают обычно с хлебом, с чапати. Но мне, Сталиху Ханкишиеву, азербайджанцу по национальности, безумно нравится подавать карри именно с рисом. Так они мне напоминают азербайджанский плов. А сейчас я хотел бы сказать самое важное. Через знакомство с индийской кухней, через знакомство с Мехбуханом я узнал индийскую культуру. Я полюбил индийскую классическую музыку.
я стал с большим уважением относиться к индусам. А все всего лишь навсего вкусная еда. Вкусная еда, которая объединяет нас. Вкусная еда, которая делает нас друзьями. Об этом я 15 лет издаю книги. Вот это моя первая книга «Казан-Мангал», вышедшая в свет в 2006 году. Но она до сих пор продается. Потому что в ней описаны вот такие истории, как я вам рассказал сегодня. Истории из моей жизни, связанные с едой. С едой, которой я хотел бы поделиться с каждым из вас. Ну, если не самой едой, то, по крайней мере, рецептами. Рецептами узбекского плова, азербайджанского плова, рецептами азербайджанской долмы, рецептами индийского карри, рецептами замечательных китайских блюд. Нет в мире народа, который не любит вкусно покушать. Поэтому я от всей души желаю мира над вашими головами, чтобы больше не было никаких войн, чтобы все разговоры между разными народами заканчивались одними и теми же словами. Приятного вам аппетита!